Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить простой вкусный ягодный пирог из готового теста фила. Готовить пирог буду с замороженной золотистой смородиной. В миске у меня 250 грамм смородины. Смородину я не размораживала. Добавляю 1 столовую ложку с горкой кукурузного крахмала и перемешиваю. Можно использовать любые ягоды по вашему вкусу, как свежие, так и замороженные. У меня 400 грамм готового теста фила. Тесто 13 листов. Его я до конца не размораживала, чтобы с тестом было проще работать. В микроволновой печи растопила 180 грамм сливочного масла. У меня это 1 пачка. Масло не должно быть горячим. Лист теста смазываю маслом. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Сверху кладу 2 лист теста и тоже смазываю маслом. Если не получается ровно соединить листы теста друг с другом, ничего страшного. Отступаю от края и выкладываю смородину на тесто. Делаю 2 таких полоски из ягод. Можно сделать 3, тогда ягод возьмите больше. У меня ягоды замороженные, поэтому много ягод я класть не хочу, чтобы тесто не получилось слишком мокрым. Складываю тесто в гармошку, ягоды должны находиться в кармашках из теста. И кладу в форму для выпечки, которую я заранее смазала сливочным маслом. Дальше процедуру повторяю. Смазываю лист теста растопленным сливочным маслом, накрываю 2 листом теста, снова смазываю маслом, кладу на тесто смородину, складываю в гармошку и кладу в форму для выпечки. Тесто сворачиваю в улитку. Форму для выпечки начинаю заполнять с края. Центр пирога заполню в конце. Можно улитку формировать от центра формы, как вам больше нравится. Диаметр моей формы 26 сантиметров. Заливка для пирога жидкая, поэтому разъемную форму лучше не использовать. Собираю таким образом весь пирог. Покажу, как я укладываю тесто в форму. Стараюсь, чтобы листы теста плотно прилегали друг к другу. Там, где закончился 1 лист теста, немного внахлёст укладываю следующий по кругу. На 1 лист теста мне ягод не хватило. Смазываю тесто маслом, складываю в гармошку, сворачиваю в улитку и кладу в центр пирога. Сверху пирог смазываю оставшимся растопленным сливочным маслом. Хорошо промазываю те части теста, которые при сборке находились снизу и поэтому маслом не смазаны. Выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 190-200 градусов в режиме вверх-вниз, примерно 10-15 минут. Готовлю заливку для пирога. В миске 3 столовые ложки с горкой кукурузного крахмала. В стакане 350 мл сливок, жирностью 33%. Заливаю крахмал сливками и перемешиваю до растворения комочков. При желании сливок можно взять больше, до 500 мл, не увеличивая количество крахмала.
Или можно приготовить сметанную заливку, как для цветаевского пирога. Ссылка на рецепт цветаевского пирога появится в подсказке вверху экрана. И оставлю ее в описании под видео. Крахмал растворился. Отставляю его пока в сторону. В миску вбиваю 2 яйца. Для баланса вкуса добавляю щепотку соли. И перемешиваю до образования пены. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Частями добавляю 150 грамм сахара. Количество сахара по вкусу. И перемешиваю до растворения сахара. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили по вкусу. Можно вместо ванили использовать цедру лимона или апельсина. Добавляю крахмал и оставшиеся сливки. Все перемешиваю до однородности. Чтобы брызги от сливок не летели в разные стороны, накрываю миску крышкой. Проверяю лопаткой, не осталось ли крупинок крахмала в заливке. Получилась жидкая, однородная масса. Пирог находился в духовке примерно 15 минут. Дам форме немного остыть, чтобы она не лопнула из-за разницы температур заливки и формы. Выливаю в пирог заливку и посыпаю термостабильными шоколадными дропсами по вкусу. Можно за 5 минут до окончания выпечки украсить пирог свежими ягодами и допечь оставшиеся 5 минут. Отправляю пирог снова в духовку, примерно на 35-40 минут. Если вы боитесь, что верх пирога сгорит, то накройте его пергаментом или фольгой. Мой пирог с заливкой выпекался около 40 минут при температуре 190 градусов. Лучше дать пирогу полностью остыть, чтобы тесто хорошо пропиталось. Можно убрать его на несколько часов в холодильник. Мой пирог остыл не полностью. Сыну не терпится его попробовать. Остывший пирог можно украсить сахарной пудрой. Я этого делать не стала. Сын сказал, что пирог и так красивый, а лишний сахар ему ни к чему. Вот такой пирог получился. Он очень вкусный и нежный, благодаря заливке. Пирог имеет сливочный вкус с ноткой ванили. Тесто мягкое снизу и слегка хрустящее сверху. Сыну пирог очень понравился. Он съел сразу 2 куска. Готовить пирог можно с любыми ягодами по вашему вкусу, как со свежими, так и с замороженными. Как я уже говорила, заливку для пирога можно приготовить не только со сливками, но и со сметаной. Тоже получится вкусно. Мои мужчины любят домашние пироги, а я люблю печь пироги из готового теста. Это существенно сокращает время приготовления. Посмотрите, какой аппетитный кусочек пирога. Рецепт пирога простой. Готовится он просто и быстро, если не учитывать время выпечки. Так что советую вам приготовить такой ягодный пирог. Вам пирог точно понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира
и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!